Добрый вечер. Наконец-то случилось суперлуние. Самый необычный, магический момент. Обязательно загадайте желание, обратитесь к Вселенной, и пусть ваши мечты сбываются. Но будьте осторожны. Помните, что это время очень эмоционально окрашенное. Постарайтесь быть спокойными, не конфликтовать и философски относиться ко всем проблемам и трудностям жизни. А впереди небольшой расклад, который называется «12 домов». Первый дом – это дом «Я», второй дом – «Мое», третий – «Близкие», четвертый – «Внутри», пятый – «Хочется», шестой – «Понятное», седьмой – «Он», восьмой – «Чужое», девятый – «Непохожие», десятый – «Снаружи», 11 надо и 12 неизведанное. Сейчас пробежимся по этим домам и посмотрим, что же вас ожидает в июле месяце. Первый дом «Я» – это все, что касается вас лично. То есть, какие вы будете в этом месяце. Ваша личность, какие-то ваши ключевые качества, особенности вашего характера, может быть, и поведение в том числе. То есть, ваша задачка будет понять, а на что же обратить внимание? Первым домом управляет Марс, ну и первый дом относится к знаку зодиака Овен. Поэтому овны могут прислушаться к этой карте. Это тоже будет для вас советом на июль месяц. Итак, первый дом «Я». Хорошая карта, буду смотреть на прямых позициях. Это туз кубков. Вы в этом месяце будете очень рады, очень довольны, эмоционально наполнены. Счастье будет прямо вас наполнять. Вы будете получать максимум положительных эмоций и сами станете источником этих положительных эмоций. Наверное, потому что многие уйдут просто-напросто в отпуск, и их не будет донимать работа. А может быть, у кого-то закончится один из сложных периодов, вы решите и разрешите какие-то проблемы, уже не будет тяжело и больно и сложно. Может быть, кто-нибудь займется какими-то философствованиями, рассуждениями и уйдет просто-напросто в отшельничество. А кому-то предстоит влюбиться, и у вас наступит период самых замечательных событий в жизни любого человека. Это наполненность чувствами. Первый дом замечательно складывается. Второй дом – это дом, который получил название «Мое». Чем же этот дом наполнен? Он относится к планете Венера и находится под знаком зодиака Телец. Здесь мы можем посмотреть, что нас ждет в плане материальных ценностей, в плане финансов, заработка, может быть, каких-то вопросов с имуществом. Давайте посмотрим. Карта мага. Здорово, замечательно, да? То есть мы говорим о том, что действительно вы будете управлять своими финансами в полном объеме. Вы будете решать, куда вкладывать, сколько вкладывать. И, в общем-то, вам будут подвластны любые действия, связанные с материальной сферой. То есть не бойтесь предпринимать какие-то шаги в плане увеличения финансов. Возможно, это новая работа, возможно, это интересные договоры, сделки и так далее. Этот месяц как раз вам в этом поможет. Вы абсолютно четко понимаете, что хотите, глаза у вас открыты. Вы очень упорны в своих действиях, не боитесь какого-то внешнего сопротивления, вы хотите выйти на новый материальный уровень. Вы устали уже быть в грустном таком положении, и хотелось бы вам получить максимум эмоций. Вот именно финансовая сфера в июле месяце должна вам принести достаточно хорошие эмоции и наполненность. Пожалуйста, управляйте своими деньгами. Следующий дом – это третий дом, близкие. Он относится к планете Меркурий и к знаку зодиака Близнецы. Сюда мы относим различные коммуникации, взаимодействие, информацию. Может быть, какие-то поездки сюда можно отнести. Знакомые, близкие. Вот такая вот круг, скажем так, особенностей этого дома. Итак, третий дом.
близкие. Но здесь вообще все замечательно, да? Коммуникации мы с вами говорим, да, информация будет прямо идти к вам в руки, информация и коммуникации будут настолько приятными и замечательными, что они будут вас расслаблять. Возможно, вы пойдете в баню, в бассейн, просто покупаетесь в реке. Вам будет очень комфортно общаться даже с людьми, которые на вас абсолютно не похожи. И вы будете получать, в общем-то, благословение с небес, от Вселенной в данном случае. Возможно, это путешествие куда-то, потому что эта карта нам еще показывает удовольствие, да, именно от каких-то поездок. И этот дом нам тоже показывает. Ну и общение со знакомыми, близкими людьми, которые вас окружают, возможно, ваши коллеги, друзья. То есть смело отправляйтесь в различные общения, в различные путешествия со своими друзьями. Следующий дом. Это дом номер 4. Называется он «Внутри». Управляет этим домом Луна и знак зодиака Рак. Поэтому тоже обращайте внимание, кто родился под этим созвездием. Семерка кубков. Что же здесь? В плане домашнего уюта, личной безопасности какой-то, отношениями с родителями, может быть. То есть вот здесь нужно на что обратить внимание. Эта карта нам говорит о том, что вы немножечко иллюзорно представляете себе то окружение, тот уют, который у вас сейчас существует, да? Ваш домашний уют. Может быть, стоит обратить внимание на безопасность вашей квартиры, вашего имущества. Вам кажется, что у вас все хорошо и замечательно, но может получиться так, что кто-нибудь ворвется в ваш домашний уют совершенно неожиданно. Поэтому контролируйте, кто приходит к вам домой. Хорошо это, если это маленький зайчик, который вам принесет радость. А если это не зайчик, а если кто-то еще? Поэтому здесь главное внимание на то, чтобы четко понимать, что же в моем доме, как я устрою свой уют в доме, какова моя личная безопасность, да? То есть никто не захочет проникнуть в мою безопасность и разрушить ее. Итак, будьте внимательны. А кто же к вам постучится, да? Кто же постучится? Ну, наверное, с какими-то не очень хорошими новостями, которые заставят вас выбирать что-то. Выбирать, и вам, честно говоря, придется срочно принимать какие-то действия. Вы будете чувствовать себя не очень комфортно, потому что все будет подвластно вам для решения. Но в конце концов вопросы разрешатся, и опять же вам помогут именно близкие. Поэтому большое внимание на свой дом, на отношения в доме, отношения со своими близкими. Следующий дом – это что же вам хочется, да? 5-й дом, так называемый. Это касается хобби, удовольствий каких-либо. Что еще сюда можно отнести? Творчество, развлечения, какие-то душевный комфорт. Вот этим домом управляют Солнце и Лев. Поэтому знаки зодиака Львы, пожалуйста, внимание. Значит, 5-й дом говорит нам о чем? 5 пентаклей – это, получается, достаточно сложный и в финансовом плане, и в духовном плане, да, с одной точки зрения период. Но нам важно, что нам чего-то не хватает. Возможно, нам не хватает каких-то интересных творческих проектов, каких-то интересных увлечений, или мы хотим во что-то новое. И вот эта карта говорит как раз о переходе. Мне уже не интересно с тем старым, мне бы хотелось уйти во что-то новое. Я хочу начать общение и взаимодействие с чем-то с новым. Да, вот у меня уже птички на волосах сидят, я это могу, а мне бы хотелось еще что-то новое, интересное. Поэтому душевный комфорт будет немножечко на грани, то есть хочется чего-то еще. И поэтому, скорее всего, вы будете искать какие-то новые интересные находки в плане отдыха, творчества, развлечений и так далее. Потому что вам надоело грустить. Вам надоело грустить по поводу каких-то ушедших эмоций, какой-то грусти внутренней, тоски и тому подобное. Вы хотите поменять свой мир, скажем так, духовный мир, и, в общем-то, перестать находиться в каком-то непонятном состоянии. Но я думаю, что у вас получится, потому что вы достаточно резко примете решение и найдете что-то интересное для себя в плане хобби. Возможно, перевернете какого-нибудь
эмоционального партнера, который вам, ну, скажем так, не так много интересного принес в вашу жизнь, не украсил ее своими эмоциями, и поэтому перейдете в состояние какого-то интересного нового дела. Отключитесь от нехороших эмоций, которые вас расстраивали. Следующий дом, который мы посмотрим, это 6-й дом, называется он «Понятное». Он связан с профессией, он связан с профессионализмом, с навыками, с какими-то, ну, то есть то, что связано с работой в том числе. Но и сюда же можно еще и отнести и здоровье. Ну, давайте посмотрим, что же это за дом. А в данном случае это у нас очень интересная карта. Колесница, да, видите, замечательная девочка на таком необычном олененке, она поражает своим копьем, сладким копьем дракончика. О чем же это нам говорит? О том, что мы очень, скажем так, бодро движемся по своей карьере, успешно движемся, мы не боимся приобретать новые навыки. Июль месяц нам это будет в помощь, скажем так, вы реализуете себя на все 100%, в общем-то, успешны будете, ну и ваше здоровье тоже будет на высоте, вы, в общем-то, решите все свои проблемы с какими-то моментами здоровья. Ну вот, в частности, карта говорит, вы будете победителем на этом поприще, поэтому смело идите вперед на работе, не стесняйтесь новых проектов, закончился тяжелый период, впереди у вас только самое хорошее. И еще хочу сказать, что, опять же, не тратьте лишние эмоции, это ни к чему на данном этапе, будьте решительными, смелыми, интеллектуально наполненными, предлагайте новые проекты, смелыми, интеллектуально наполненными, предлагайте новые проекты, отвяжитесь от чего-то старого, ненужного, которое вас держит и тянет, а войдите совершенно в новое состояние. Опять же, карта трансформации, она говорит о том, что начните что-то новое в своей работе, в своем профессиональном развитии в июле месяце. Следующий домик, это он, сюда относится, если в 6-м доме у нас покровительствует планета Прозерпина и знак зодиака Дева, то в 7-м доме мы говорим о планете Хирон и Весах. Что же здесь? Этот дом называется он. То есть здесь мы говорим о партнерах, о супругах, о каких-то, может быть, договорах, отношениях, которые вы заключаете с людьми. То есть вот с одной стороны эмоциональная сфера, сфера любви, с другой стороны сфера и деловая, да, там, где вы заключаете те или иные договоры. Может быть, брачные отношения в том числе. Что здесь можно сказать? Что королева кубков, наверное, июль месяц принесет вам эмоциональное удовлетворение, да, вы опять же попадете в сферу наполненности. Возможно, ваши супруги подарят вам эмоции, возможно, вы будете рады от общения со своими самыми близкими людьми, партнерами. Но если это договор какой-нибудь, да, с лучшими друзьями, то этот договор будет вам очень приятен. Возможно, вы получите отсюда массу приятных эмоций. Поэтому смелее в путь, да, не бояться двигаться в этом направлении. Не ждите, не осмысливайте долго. Поймите, что если вы выйдете из своего, скажем так, замкнутого пространства, то вам предстоит сделать выбор. Да, конечно, где-то вам придется энергии побольше применить, но в конце концов вы себя почувствуете на высоте, да, на высоте и сможете не только получать, но и дарить взамен те состояния, которыми вы наполнитесь. Ваш шанс что-то обновить в эмоциональной сфере, в сфере любви, в сфере отношений, взаимодействий. И для вас это будет очень ценным опытом. Следующий дом называется 8-й дом, это называется чужое. Здесь у нас такая очень серьезная планета, да, которая называется Плутон. А также сюда же мы относим еще и Скорпионов, знак зодиака. Давайте посмотрим, что же нас ожидает, да, в этом доме, в 8-м. А дом у нас за что отвечает? Какие-то недопустимые ошибки, какие-то кризисные моменты, может быть,
то, что надо бы обойти, да, стороной, а мы здесь видим с вами рыцаря жезлов и понимаем, что вы достаточно бодро обойдете все эти сложные аспекты своей жизни, очень смело, у вас есть желание, вы устали уже находиться в каких-то сложных состояниях, у вас есть энергия, вы способны преодолеть все эти неприятности, отсечь все эти неприятности, какие-то ошибки, да, убрать это все из своей жизни и в конце концов открыть какую-то тайну, да, не сразу же, но открыть. В конечном итоге это будет влиять на вашу стабильность, и от того, как вы сможете отсечь вот эти все кризисы и из своей жизни, будет зависеть ваша стабильность финансовая и семейная и домашняя стабильность. Что вам в помощь? В помощь это четкие действия, организованные действия, действия, которые продуманы, спланированы, системны. Вот не бойтесь, отсекайте все, что вам надоело, и июль месяц как раз вам в этом поможет. Что еще интересное? Значит, следующий дом у нас, 9-й дом, он относится к Юпитеру, Стрельцу по знаку зодиака, и называется «Непохожие». Здесь, наверное, ваше развитие, да, какие-то, может быть, даже ваши уникальные аспекты, какие-то, может быть, философствования, ваше развитие, ну, то есть, в общем-то, куда вы стремитесь. Десятка мечей, наверное, это желание уже закончить какие-то непреодолимые препятствия и выйти совершенно на новый уровень. Да, хочется, чтобы вот этот ножик из платья девочки, куколки обязательно вышел, да, и не разрезал его на части. Поэтому что же здесь мы видим? Значит, на что обратить внимание? Надо быть решительным, надо уметь говорить «нет» сложившимся обстоятельствам, которые мне мешают в моем развитии. Если в плане путешествий, то надо отправляться в путешествия, которые вам будут приносить эмоциональное удовольствие, где вы будете радоваться. Июль месяц как раз самый удобный в этом смысле. Еще что интересно, это на что обратить внимание, да? Наверное, внимание на интуицию, которую вы очень часто не слушаете, а надо бы прислушаться к тому, что хочет ваша внутренняя сущность. Ну и, наверное, еще вы не похожи на всех остальных, и в июле вам предстоит в чем-то поменяться, что-то преобразить в себе. Не бойтесь этих изменений, в ваших, получается, в характере изменений не бойтесь, в развитии изменений не бойтесь. Идите на какие-то непонятные вещи, которые для вас будут неожиданными, что-то вам предложат. Вот, ну и, наверное, путешествуйте в далекие страны. Вы уникальны, вы можете позволить себе вот эти переходы в совершенно новое состояние. Следующий дом называется 10-й дом. Это название его снаружи, да. Управляет этим домом Сатурн и Козерог. Здесь же что мы видим? Туз мечей, то есть это карьера, какие-то жизненные цели, может быть, что поддерживать, какие авторитеты поддерживать. Ну, давайте сосредоточимся на ваших целях. Здесь все в вашей голове. Карта туз мечей говорит о том, что я вот беру конфетку и кушаю ее, да, задумываясь о том, что меня ждет впереди. Поставьте цели, которые вы хотите, они обязательно сбудутся. Туз мечей нам об этом говорит. Выбор сделайте, как мне пройти, да, по этой сложной тропе, так, чтобы выйти на что-то важное и необходимое. Постарайтесь отказаться от каких-то лишних, скажем так, волнений, да, наполнитесь позитивными эмоциями в принятии решения. Вот, вам чуть-чуть не хватает энергии, найдите эту энергию в одиночестве в июле месяце и, в общем-то, преодолейте все трудности, не берите на себя самое главное, очень многое. Вы понимаете, что цель должна быть одна, и идите к этой цели целенаправленно до самого конца. Включите интуицию, вы очень часто ее не включаете. Чаще всего вы стараетесь решить все головой, а здесь, несмотря на то, что туз мечей это решение, да, только через разум, все равно карты нам говорят о том, что интуиция, она у вас есть. Обращайте на нее внимание. Не думайте о прошлом, не думайте о прошлом.
И в плане карьеры идите вперед. Но не сейчас, чуть-чуть позже, потому что сейчас у вас, возможно, как раз и не хватает вот этих вот шестого чувства, может быть, силы не хватает немножечко, которые вам в дальнейшем, наверное, пригодятся. Но, тем не менее, размышляйте. Размышляйте и двигайтесь вперед. У вас все должно получиться. Не сразу же, но получится. Дальше. В плане карьеры немножечко надо подождать. В плане профессионального роста вот как раз все хорошо. Вот в плане именно карьеры здесь надо, еще, видимо, не все камни собрали, чтобы перейти на совершенно новый уровень. Итак, еще у нас это 11-й дом, который называется «Надо». 11-й дом «Надо». Кто же этим домом управляет? Давайте посмотрим. Это Уран и Водолей. Планы на будущее, да, опять же, какие-то интересные занятия, может быть, даже благотворительность и так далее. То есть на что вы должны ориентироваться, да? Ну, королева жезлов, я все смогу, да, план на будущее. Я все смогу, никаких в этом смысле у меня проблем не будет. Как интересно, две королевы одинаковые и переворачиваются. Наверное, это говорит о том, что в разных колодах, да, посмотрите, одна в прямом положении, другая в перевернутом. То есть все зависит от вас, это ваш выбор. Или я беру себя и свои желания, свою энергетику и иду вперед, или я не хочу это делать. Возможно, это позитивное и негативное восприятие, да, вы можете с разной энергией пойти вперед, и ваши планы будут разные, или я пойду с позитивом, или пойду с негативом. Но все же, да, выйти из каких-то непонятных состояний, вот, и постараться двигаться вперед. У вас все получится и сложится. Карта Тройка Пентаклей нам говорит об этом. Планы все сложатся. Главное ваше решение. Последний дом, дом 10 или неизведанное, да, извиняюсь, дом 12 или неизведанное. Здесь у нас что? Пятерка мечей, тоже интересная карта. Она говорит о том, что вы можете как-то, ну, не очень хорошими средствами пойти к достижению своих целей. А здесь, получается, этот дом отвечает за какие-то открытые истины, за проявление заботы, избавление от тягот. Ну, даже по карте можно сказать, что, может быть, вот так резко, да, нужно избавиться от того, что вас отягощает на сегодняшний день. Осознать свои слабости, этот дом еще отвечает за осознание своих слабостей. Может быть, стоит вот эти слабости вот так вот уверенно отсечь и перестать об этом думать и сосредоточиться совершенно на другом. Вот этот внутренний конфликт, который у вас происходит, он вам мешает, да, мешает. А может быть, стоит, вот, чтобы понять истину, открыть истину, может быть, стоит пообщаться с людьми, потому что ведь общаясь с людьми и отдавая людям что-то, вы получаете тоже взамен. Таким образом будет формироваться ваша стабильность, но еще пока не очень устойчивая. Потому что мы очень часто категорично принимаем решения, очень жесткие решения, не задумываясь о каких-то серьезных вещах. Вот карты мечевые все переворачиваются. Наверное, еще не момент в полном объеме отсечь, потому что мы еще не все понимаем, что с нами происходит и во что мы погружены. Поэтому июль месяц, он достаточно сложный в своем проявлении, много чего вам интересного принесет. А уж хотите ли вы или не хотите, какой выбор сделать, остается, конечно, за вами. Если вы не хотите, чтобы негатив проникал в вашу жизнь, то, конечно же, стоит научиться анализировать те события, которые происходят с вами, и рефлексировать, и принимать верные решения. Карты только вам показывают, а возможно и направляют, а вот решение остается за вами. И это решение, безусловно, в конечном итоге позволит вам быть на высоте и почувствовать себя гармонично. Совет. Ага, совет нам какой. Значит, семерка. Выходите из ограничений, не бойтесь. Общайтесь, взаимодействуйте, стройте свою стабильность. То есть у вас все получится. Поэтому, в общем-то, совет достаточно хороший. Я, опять же, желаю вам успехов в этот замечательный день. Обязательно сегодня ночью после 12 часов выйдите на улицу, посмотрите на великолепную луну, загадайте желание
и спокойно ложитесь отдыхать. У вас все сбудется 100%.